мне кажется, это прекрасная игрушка. Знаешь, как называется? Как? Русское йо-йо. Привет всем любителям науки! Приветствуем вас на нашем канале Лаборатория, друзья! И сегодня мы будем говорить о чем-то невидимом, но очень ощутимом. Например, поговорим сегодня об атмосферном давлении. Мы его все ощущаем, иногда даже говорит бабушка, блин, сегодня изменение давления, у меня сердце прихватило. Но мы будем говорить сегодня... Да, об атмосферном давлении и давление чего? Вот это важно выяснить. Что давит на нас? Ты ничего не чувствуешь? Нет, ничего. Чувствуешь какую-то тяжесть в руках? Ну, руки у меня тяжелые, Вот. тяжелые руки. Тяжело тебе? Потому что Вот. ты лентяй. Нужно просто сходить в спортзал, заниматься, понимаете? Да. Но на самом деле, если ты вытянешь руку вперед, Ага. то я тебе скажу, что от ладошки до самого конца земной атмосферы очень огромный столб воздуха. И этот воздух, вся его масса давит на все живые существа и неживые предметы. На 1 квадратный метр земли атмосфера давит весом 10 тысяч килограмм. На каждую ладошку, если там 100 квадратных сантиметров, то получается на ладошку давит 100 килограмм воздуха до атмосферы, до конца атмосферы. Для этого нам понадобится обычная чашка, Да. она пока пустая. Еще нам понадобится еще одна чашка. Эта чашка с чем-то очень холодным. Это снег, представляете? Снег для того, чтобы у нас была мгновенно холодная То есть температура. у нас есть что-то холодненькое, но знаешь, чего не хватает? Чего? Чего-то горяченького. Я чайничек поставил, он как раз вскипел, сбегаешь за ним. Пустая ли эта колба? Все подумают, пустая. Но на самом деле эта колба, Эта колба полна воздуха! как и эта колба, полна воздуха. М, Для того, чтобы воздух оттуда никак не убежал, мы закрыли шариками. Да, вот смотрите, два шарика. Я Ничего нет. осознанно взял красный и синий. То есть, смотри, вот этот шарик мы будем опускать во что-то холодное. Да. А вот этот шарик, ну, красный, значит, во что-то горячее. Мгм. Легче всего воздух нагреть. Правильно? Для Да. этого можно зажечь спичку, включить обогреватель, просто горячим дыханием своим согреть колбочку. Поэтому возьмем чайник, который вы можете найти в любой квартире у себя дома. Набираем из этого чайника горячую воду. Уже видно пар, смотри, пар видно. И заметьте, что пар, он обязательно поднимается наверх. Почему? Можешь написать в комментариях, прочитаем. Ну и, что может же, быть, отпишемся. И сейчас мы опускаем эту колбу сюда. Да. Смотрите. Что происходит? Побольше налью кипятка, Только чтобы аккуратно. вся колба покрылась. Вот так, смотрите. Я нагреваю колбу и сверху, и снизу. И мы с вами видим, как воздух в колбе Начинает нагреваться. Нагреваться. И шарик надувается. Почему? Объем воздуха увеличился, а количество его осталось такое же. Вот сколько было в колбе, столько осталось. Но объем увеличился за счет температуры. самое главное. Экстремально низкая температура. Например. Много снега. Берем колбу с шариком. И сейчас мы этот шарик, который сдулся, обычный шарик, опускаем в лед. Опускаем и ждем. Я думаю, нужно проковырять было дырку побольше, чтобы его опустить. Вот так вот. Присыпаем льдом. Смотри, ну я уже вижу, происходит, смотри. Тут, смотрите, шарик резко охлаждается, воздух. И смотрите, что происходит с шариком. Он... Оу! Ха-ха! Его засосало внутрь! И что? Получается два простых вывода. При нагревании Шарик стал упругий, потому что он надулся и расширился. А при охлаждении воздух сжался и шарик засосал вовнутрь. Если воздух не в шарике и не в колбе, находится снаружи нас повсюду. да, и если мы его нагреем, что с ним происходит? Мало того, что он расширяется, но тут вступает в действие самый главный закон Архимеда о плотностях. Все плотные вещества опускаются вниз, а все менее плотные вещества поднимаются наверх. Чайная ракета. Да. Для этого нам понадобится обычный чайный пакетик. Бирку от пакетика оставляем только То есть, ниточку. если честно, и ниточка тоже не нужна. Да, давайте мы просто разберем пакетик, вы можете разобрать его аккуратнее, а мы просто отрежем от него верхушку. Все, это нам не понадобится. Мы теперь делаем чайную ракету. Космодром готов. Теперь задача какая? Мы сейчас с вами подожжем эту ракету и посмотрим, что произойдет с ней. Итак, стоп, обратный отсчет. Давай. Ладно. О, Подожди, и стоп, готов. и 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали! Воу! Ракета поднялась вверх. Куда делся пакетик и почему он улетел? Ракета загорелась вокруг воздуха, нагрелся и стал увлекать за собой этот легкий очень пепел. Поэтому вы прям видели, как ракета поднималась, и значит вы можете себе представить, что воздух, который вокруг нее находился, тоже поднимался наверх. Мы сейчас проведем еще один очень занимательный эксперимент. Смотрите, мы взяли большой воздушный шарик, на нем Нюша. На нем Нюша, да. Шарик не пуст, в нем как раз, кстати, не воздух, а вода. Мы должны засунуть Нюшу в эту банку, она должна сама залезть, но ничего не получается, потому что она слишком толстая. Она много ела, ей нужно худеть. Она же свинья. Точно. Свиньи, это их конституция, они ни в чем не виноваты. Так вот, друзья мои, что сделать, чтобы Ксюша попала внутрь банки? Ну, здесь выводы-то мы уже до этого делали. Можешь поставить на паузу, писать в комментариях, но мы знаем и делаем вывод из тех экспериментов, которые делали только что. Мы знаем, что в банке находится... Пустота! Нет, что? Находится воздух. Точно! Она полна воздуха. Конечно, и Нюша пытается зайти в банку, и она не может этого сделать из-за воздуха, который находится в этой банке. Что мы будем делать? Мы должны нагреть воздух, который находится в банке. Нюша телом своим закроет банку. А давай посмотрим, хоть объяснять. Да, нагреваем воздух в банке. Нюшу, выходит горячий воздух, и атмосфера затолкала Нюшу внутрь банки. Казалось, это было невероятно. Ведь Нюша настолько больше. Она практически заняла больше половины банки. Нюшу поставили на банку. Горячий воздух из банки вышел. Видели, Нюша подпрыгивала, потому что выходил горячий воздух. И атмосфера, которая вокруг нас, она сохранила свое давление. А в банке давление уменьшилось. И атмосфера, получается... Что, затолкала? Не засосала, а затолкала. Именно, ключевое слово, как ты правильно сказал, затолкала. То есть нет такого термина, может быть... Засосать. Давление вокруг нас очень-очень сильное, и оно на нас действует каждую секунду. Но вот, кстати, почему же мы не становимся плоскими? Почему давление нас не сплющивает? Вот теперь подписывайтесь на наш канал, да. Пишите, почему мы с вами не сплющиваемся от атмосферного давления, и может это станет поводом для того, чтобы мы сняли следующий ролик, в котором вы оставите свой комментарий обязательно. А теперь наша задача думать, как вытащить Нюшу. Ну, я не знаю, как Нюшу вытащить, но мне кажется, это прекрасная игрушка. Знаешь, как называется? Как? Русское йо-йо. Это йо-йо для третьеклассников. 3-литровая банка, значит для третьеклассников. А если 10-литровая? Если 10-литровая, ну это уже очень старшие 10 классы пускай играются. Ну что, друзья мои, в общем, с вами была Лаборатория, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь и до следующих экспериментов. Друзья!